Hi everyone who studies Russian or speaks it. My name is Yaroslava. I'm a Russian language teacher, and in today's video, I'm about to share my experience of living for more than 3 months in Georgia. Not the US Georgia, but Georgia, Georgia. And first of all, the whole video will be in Russian as usual. And after this video, uh, you can check timestamps in the description box below, and you will see which part for which level is, for example. If you want to practice your Russian, go to my Instagram, and I will be announcing a new meeting about traveling. And I want to say sorry for being absent for so long. You know, all this moving from one apartment to another apartment, and then planes, and now I'm here in Moscow. Enjoy watching. If you have any comments, if you have any questions about Russian language, about traveling to Georgia, because I'm an expert now, you know where to find me. Okay, so um, my mic is ready, camera is ready, I'm ready, and let's start speaking Russian. Вы знаете, что я жила в Москве. И я сейчас тоже в Москве. И я работала в школе. Это было очень хорошее время. Мне очень нравились дети, мне очень нравились, мои коллеги, и все было замечательно, все было прекрасно. Но в один момент я поняла, что если я останусь на следующий год в школе, если я останусь на следующий год работать учителем в школе, то моя жизнь будет абсолютно такой же, то у меня в жизни ничего не изменится. У меня уже были студенты, русский как иностранный. Э, Привет. Я знаю, что кто-то из вас смотрит. Ладно. А, у меня уже были студенты, которых я учила русскому как иностранному. И мне казалось, что если я останусь работать в школе, еще у меня будут свои студенты, я просто, я не вынесу, я не выживу. Поэтому я собрала силы в кулак и ушла с работы. И я подумала, что почему бы тогда не поехать куда-нибудь, если у меня есть такая возможность. Вы знаете, вы слышали про погоду в России, про климат в России. Люди считают, что в России очень холодно. На самом деле, наверное, не очень холодно. Жить можно. Но это вечная темнота. Зимой вечером очень темно. И за несколько лет, да за много лет, я уже устала. Я уже устала от этого холода и подумала, что Грузия прекрасная Мекка для всех россиян. Я нашла друзей, с кем я там буду, купила билет, собрала вещи и не пожалела. И вообще ни секунды не пожалела. Сейчас я в Москве, и я вспоминаю, как там было здорово. Я вспоминаю, как было здорово в Тбилиси. И все это видео, это будет одно большое признание в любви, наверное. Я буду плакать. Нет, я не буду плакать. Нет. Итак, что нужно, чтобы поехать в Грузию? Ничего. Практически ничего. Вам нужны билеты. И, наверное, все. И действующий паспорт. Для граждан России. Для граждан России, гражданам России можно жить в Грузии в течение года. Целый год можно жить в Грузии без визы. Гражданам Европы, если я не ошибаюсь, кажется, нет, граждане Европы
тоже могут жить в Грузии просто так. По-моему, 3 месяца или год. Американцы — аналогичная ситуация. В общем, добро пожаловать, добро пожаловать, всем рады. Ну, поэтому для многих россиян Грузия — это и именно поэтому для многих россиян этот очень долгий срок, когда ты можешь быть в стране, является очень привлекательным. Ну, и много других плюсов. О них я расскажу попозже. И, например, если мы говорим про Россию, то даже ходит такая шутка: если я найду, я прикреплю сейчас картиночку. Если я не найду эту картинку с этой шуткой, то значит, я просто так стояла, просто так сидела и показывала в пустоту. Э, в общем, это шутка. О, ты оппозиционер? Назови все станции тбилисского метро. Потому что очень много людей переезжают, в Грузию по каким-то политическим, по своим убеждениям. Это нормально вообще, что я про это говорю? Наверное, ладно. Главное, что говорю. Так вот, поэтому в Грузии огромное количество русских людей. Просто невероятное количество. А, и иностранцев тоже. Если вы хотите посмотреть, как это вообще, услышать отзывы, в "Фейсбуке" есть несколько групп для экспатов, которые живут в Грузии. И я в этих группах состояла, и очень много интересной информации там было каждый день. Например, куда пойти — это самое простое. Или, например, если вы хотите узнать про визы, если вы хотите узнать про прививки, если вы хотите узнать про налоги, про жилье, про если у вас какие-то сложности, там даже можно узнать, там даже можно найти информацию, что нужно делать, если ты хочешь пожениться в Грузии. В общем, все для вас. М, эти группы все на английском языке. Ну, я знаю английский, было легко. Ам, итак, я в Тбилиси была больше 3 месяцев, и я жила в 4 или в 5 квартирах. Так, раз, 2, так, раз, 2, 3, 4. В общем, я жила в 4 квартирах в течение 3,5 месяцев. И каждый раз это было что-то невероятное. А, очень просто. Заходите на Airbnb, ищите квартиру, в нужном вам районе. Районов, несколько. Очевидно, что за глупости? Районов там несколько, и каждый из них, очень интересный, уникальный. Можно найти район. Я жила на Марджанишвили 2 раза. Нет, 3 раза. То есть 3 квартиры были на Марджанишвили. Это, в центре. И сама улица, то есть, сами дома, они были очень аутентичными, с одной стороны. С другой стороны, они были очень похожи на Минск, Россию, Ижевск, город, где я родилась. И я чувствовала себя там как дома. И я жила на Площадь Свободы. Я жила на Площади Свободы, это тоже центральный район, но уже старый город. Потом есть несколько очень популярных районов. Они современные, молодые, не такие, центральные, но при этом очень классные. Например, это Баки, это Вера и это Сабуртало. Сабуртало считается очень далеким районом на окраине, но почему-то про него все говорят. Почему-то он прям очень многим людям нравится. Я там была дважды, 3 раза я была, в Сабуртало, и он очень, такой урбанистический. Ну, в общем, мне понравилось. Итак, это была первая причина, почему я думаю, я уже сказала 5 причин, почему можно ехать в Тбилиси. Первое — это можно ехать всем, нет никаких проблем.
получить визу, нет никаких проблем получить, найти жилье, нет никаких проблем найти людей, с кем можно пообщаться, потому что огромное сообщество экспатов, приезжих, а, вот это популярное направление Digital Nomad. Можете найти много русских, чтобы практиковать. И, вообще, если говорить про язык, я выучила грузинский алфавит. Я ужасно горжусь собой, потому что я даже не понимала, я даже не представляла, что это за система. Я не понимала, что это такое. Потом я выучила алфавит и с удовольствием ходила и читала все вывески, как зовут каких-то политиков, например, или вывески ресторанов, или вывески, м, магазинов, да. И один раз, а, один раз мы ходили даже в церковь, и я читала на грузинском имена, что это, какой это был святой. Например, там святая Тамара, святой Михаил. Я ужасно собой гордилась. Поэтому он, алфавит грузинский, не похож на русский, не похож на английский. Это очень красивая вязь, но постараться можно. Потом, м, если вы знаете английский язык, практически у вас не будет проблем. Но если вы знаете русский язык, то все, считайте, что вы абсолютно можете находиться в Грузии, э, без каких-либо проблем. Вас вообще поймут абсолютно все. Моя комбинация русского и английского работала великолепно. Я ни разу не сталкивалась с проблемами, чтобы меня кто-то не понял. М, как обычно это было. Если мне нужно было с кем-то поговорить, чаще всего я спрашивала сначала: "Sorry, do you speak English or Russian?" И тот человек, он выбирает язык, на котором ему комфортней. Чаще всего, чаще всего, м, наверное, это было где-то 60 на 40. Русский язык знают все таки больше. Если мы говорим про людей от 30, русский знают практически все. Может быть, они не могут писать по-русски, но все говорят по-русски. Это очень маленький процент не знает русского языка. Если мы говорим уже про молодежь, если мы говорим про молодых людей, например, около 18 лет, 20 лет, э, я подружилась с людьми такого возраста, ужасно рада. И вам привет, если вы смотрите. А, то там, наверное, все таки в основном говорят по-английски, по-русски меньше, но тоже легко найти. Если вы идете в какую-то сферу услуг, например, на ногти, в парикмахерскую, к стоматологу, ко врачу, чаще всего это будут люди в возрасте, ну, то есть в возрасте. Чаще всего это будут люди около, ну, там, предположим, 30, 40, 50 лет, и чаще всего они знают русский. Поэтому еще одна причина, еще одна причина знать русский и учить русский, потому что есть такая возможность. А, такая возможность поехать в Грузию и чувствовать себя там как дома. Итак, вот уже было несколько причин. Еще одна причина — еда. Боже мой, просто я до сих пор вспоминаю и до сих пор мечтаю, и до сих пор грущу, до сих пор вспоминаю с любовью, все хинкали, которые съела, все хачапури по-аджарски, которые были у меня на столе, и все салаты, все продукты. Я я не буду пла я не буду плакать. Я не буду плакать. Так вот, еда вся очень вкусная. Грузия известна тем, ам, как они вкусно готовят, честно. Очень хорошее качество продуктов. Очень в любом ресторане вы найдете что-нибудь, что вам понравится. А, если мы говорим про цены, все зависит от конкретного человека.
Я говорю про стоимость ресторанов, например, которые мне нравились. Например, кофе, капучино — это 6 лари, суп, наверное, 12 лари, хачапури по-аджарски — 16 лари, ну, плюс-минус. И, хинкали — полторы лари, 1,5 ларь. Я не знаю, как сказать. А, я не знаю, как сказать. В общем, и один обед, наверное, это около 50. В общем, я считаю, что это вполне себе нормальная цена. Особенно за качество. Хотя я бы сказала, что рестораны — это одна из самых дорогих категорий. Что точно меня удивило в Грузии, если мы говорим про цены — это проезд. В Грузии есть метро. Метро небольшое, очень уютное. Всего 2 ветки метро. Не помню, сколько станций, наверное, 20. В общем, немного станций, но добраться можно куда захочешь. И один проезд, если ты покупаешь карточку, то один проезд стоит поллари, то есть это 50 тетри. Это 12 рублей. Одна поездка на такси в среднем выходит, ну, 4-5 лари — это 25, ну, в общем, 200 рублей. Поездка из центра до аэропорта — 500 рублей. В общем, транспорт просто великолепный. Есть на автобусе тоже. Можно достаточно легко найти вот по всем вывескам, через сколько будет какой автобус. Просто роскошно. Просто жить можно. Но, если честно, я не очень часто пользовалась транспортом, потому что я жила в центре, и можно было добраться везде практически пешком. Особенно после того, как ты живешь в России, и у вас везде снег, и холодно, и ты вообще не хочешь выходить. В Грузии ты гуляешь, совмещаешь приятное с полезным. Что еще было интересным? Все то жилье, где я жила, это были, например, трехкомнатные квартиры. То есть мы арендовали где-то двух-трехкомнатные квартиры в центре, опять же, классные, на Airbnb, и стоимость одной была около 50 000 рублей, 45, 50-55 000 рублей. Сколько это в ларе, не знаю, но я 100% это напишу. Стоимости жилья, я думаю, тоже адекватно. Если вы захотите поехать в Москву, если вы захотите снять в Москве на Airbnb жилье себе, очевидно, где-нибудь в центре, в пределах Садового кольца, я не знаю, мне кажется, вы не найдете ничего дешевле 100 000 рублей. Ну, я не знаю, может быть 80, но точно не меньше. Это я говорю про отдельную квартиру. Это вот такая разница, это такая разница между Москвой и Тбилиси. Тбилиси меньше. В Тбилиси, по-моему, живет около 2 миллионов человек. В Москве, если считать вообще всех, то, наверное, 20 миллионов. И Москва очень большой город. Тбилиси, очевидно, компактней, и это хорошо, это очень приятно. Везде можно добраться хоть пешком, хоть вплавь, хоть как, хоть на транспорте. В Москве очень много времени уходит именно на дорогу. Для меня, как для русского человека, жизнь в России, она уже очевидна. И мне хотелось попробовать увидеть какую-то другую культуру. Хотя, конечно, Грузия — это страна с уникальной историей, конечно же. С другой стороны, это бывший Советский Союз. И у России и Грузии очень яркая история. Это была и огромная дружба, и вражда, огромное количество войн. Некоторые грузины до сих пор злятся на Россию
за годы российской оккупации. Я не знаю, как про это говорить. В общем, история между этими двумя странами довольно напряженная, но я не чувствовала никогда какого-то негатива по отношению к русским, с одной стороны. И мне хотелось поехать в какой-то очень необычное для меня, которое может мне что-то показать интересное, и, конечно же, это Грузия. Горы. Я была в горах один раз. Это был мой первый раз, когда я видела горы. И какое же это счастье вообще! И невероятное ощущение, и чувство, что ты такой маленький, а природа такая большая и такая красивая. Да. С другой стороны, морей я не видела, но зелень, все зеленое в феврале. Растут фрукты на улицах, всю зиму цветы на улицах. Это что-то невероятное для человека, который вырос в холоде, в средней широте России. Я не была прям поражена. И количество солнечных дней. Если в России 5 солнечных дней в месяц, если будет, о, уже супер. Там было 20 солнечных дней. Я когда это узнала, я я когда это узнала, я просто сразу решила бросать все и ехать. Что еще я хотела сказать? Так, про жилье, про еду, про ресторан, про связь, про продукты я сказала, про русский язык сказала. Я надеюсь, что вы тоже захотите поехать в Грузию. Если да, пожалуйста. Если да. Я знаю людей, которые ездят в Грузию просто постоянно, потому что это такая хорошая, такая классная страна, в которой все просто для людей. Спасибо, что были со мной. Заходите в мой инстаграм. Там я расскажу про открытую встречу, посвященную путешествиям, где мы будем разговаривать про путешествия. Спасибо всем людям, которые меня поддерживают. Это мои родители, мои друзья и подписчики в Инстаграме и на Баймі Кофе. С вами была Ярослава. Should I speak English now? I don't understand. So once again, all the timestamps and all the interesting information will be in the description box below. I'm in Moscow for now. Next week I will be in Ijevsk, and stay tuned. And in a few weeks, I'm about to be in Turkey. If you have any recommendations about living in Turkey, you know where to find me. I think that's it. Thanks for being here. Пока-пока.